Всем привет! Добро пожаловать на канал русского подкаста. И у меня сегодня в гостях Эльмира из Эльмира Russian School. Эльмира, ты преподаешь русский язык в Иране, иранцам, правильно? Всем привет! Да, это я. Мгм, отлично. И расскажи немного о себе. Ты замечательно говоришь на русском. Как так получилось? На самом деле меня зовут Эльмира. Вообще я являюсь огромным фанатом твоих подкастов, поэтому я сегодня очень рада быть частью такого замечательного творения твоего. Меня зовут Эльмир, я преподаю русский язык иранцам, работаю с Ираном. Вот. А в целом у меня мама русская, папа иранец. Так сложилось с детства, что я выросла в такой среде, где говорилось на двух языках, поэтому я могу сказать, что я носитель двух языков, то есть свободно говорю и на русском, и на фарси. На фарси. Фарси или персидский, как правильно? Фарси. Ну, в целом особой разницы нет, но в Иране говорят, что это фарси, так как персидский язык это общий язык, он подразделяется. Допустим, в Таджикистане говорят на персидском языке, но другой группы. В Афганистане тоже персидский язык, но это уже дари. А в Иране говорят на фарси. Вот. Понятно, Поэтому спасибо. особой разницы нет, но лучше сказать фарси, так как именно на фарси говорят в Иране. Отлично. И, молодец, большая твоя мама, потому что не все, семьи, где ребенок растет с двумя языками, не у всех получается дать 2 языка. Поэтому она говорила с тобой только на русском, так? Мама говорила только на русском, папа говорил только на фарси. И в целом у меня такие родители, они разговаривают на разных языках, поэтому с детства меня приручали к тому, чтобы я тоже изучала разные языки. То есть пока все ходили в какие-то кружки, рисование, я ходила на языки с детства. Поэтому Здорово. я вообще говорю на многих языках, многие языки понимаю, не говорю, ну, по-разному. Мгм. У тебя очень-очень активный "Инстаграм"-аккаунт, где ты публикуешь и видео, и советы, и материалы, все на, фарси. И я вижу там очень, активных, слушателей, зрителей, тысячи Да. комментариев. То есть это значит, что в Иране много людей изучают русский язык, интересуются русским языком? На самом деле сейчас русский язык в Иране популярен как никогда, но так было не всегда. Когда я только начинала вести Инстаграм, а это лет 5, где-то 5-6 лет тому назад, тогда это был такой вызов заставить иранца учить русский язык. Сейчас этого делать не нужно, все иранцы находят меня сами. И да, русский язык сейчас, он в Иране очень и очень популярен. Понятно. А еще до этого вот бума, да, я как-то делала подкаст о фильмах Тарковского в Иране. Этот режиссер был очень популярен в какой-то момент в Иране. А вообще Да. иранцы знакомы с русской культурой, русскоязычной культурой? Да, вообще иранцы, они очень любят русскую культуру, литературу, фильмы, особенно советские фильмы, очень популярны в Иране. В целом, иранцам это все близко, и на меня подписаны даже очень много подписчиков. Они могут даже и не хотеть изучать русский язык, но их привлекает русская культура, и они на меня подписаны именно чтобы узнавать про русскую культуру. То есть им не интересны языковые посты, но им интересны посты, где есть культурный подтекст. Они разбираются в этом, в литературе они очень хорошо разбираются. Многие произведения они читают. Некоторые вообще хотят читать в оригинале, поэтому они обращаются ко мне. Понятно. Какие авторы, русскоязычные особенно популярны в Иране? Толстой, Достоевский или более современные авторы? Современной нет, это обычно классика, Достоевский, Толстой.
Чехов. Мгм, мгм. Да, даже в учебниках, в школьных учебниках в Иране, есть, литература русская, они проходят, да, им Здорово. интересно это. Значит, интерес, к русской культуре. А по каким еще причинам иранцы изучают русский язык? Может быть, чтобы поехать работать или, путешествовать в Россию? Ам, Очень много причин, но такие основные — это обычно, академический интерес. Очень много ребят из Ирана выбирают Россию, чтобы учиться в вузах, или переезжать. Но я обычно сталкиваюсь с тем, что ребята едут учиться, поэтому им нужен русский язык. Им подфака недостаточно бывает. Также это, ну, сотрудничество Ирана и России. Сейчас оно довольно активно прогрессирует, поэтому, иранцы, да, они как, хотят, в сфере бизнеса работать, в сфере политики. Обычно, да, они хотят изучать русский язык. У многих иранцев бизнес в России довольно активный, да. Надо же. Я не знала, Поэтому по как разным интересно. причинам, Мгм. но обычно, это для того, чтобы использовать русский язык в жизни. То есть они или хотят жить в русскоязычных странах, или хотят переехать, или непосредственно они хотят разговаривать с носителями языка. У кого-то есть друзья. Но очень многие тоже вообще без причины изучают русский язык, просто потому что им нравится, просто потому что они, услышали где-то русскую песню, им понравилось, и они решили изучать. У меня очень много подписчиков, которые просто следят, и в какой-то момент они резко решают: "Ну, выберу я русский язык как иностранный и буду изучать". Это необычный язык в Иране, поэтому, есть люди, которые изучают там русский, английский, французский, а есть те, кто решили выбрать, экзотический язык для Ирана — Для себя, русский. для саморазвития и общей культуры. Да, Да. Мгм, да. мгм. Так, а ты преподаешь, русский язык, ты даешь частные уроки и работаешь с университетами, да, и, может быть, какие-то предлагаешь, курсы, онлайн-курсы, марафоны? Да, за 5 лет, в целом у меня такой комплексный подход. У меня есть и курсы, у меня есть и разговорные, групповые курсы, индивидуальные. У меня есть просто индивидуальные занятия, и разные курсы. Допустим, мой популярный достаточно курс в "Инстаграме" — это русский язык и популярные песни. На основе песен я придумала этот курс. Вот, и по-разному бывает на самом деле. И в университетах провожу, какие-то спикинг-клабы, разговорные практики. Бывает, что даже для преподавателей университета, провожу вебинары. Вот так. Отлично. А какие песни, например, ты используешь в своем курсе? Какие песни ты взяла? У меня там очень много песен, потому что курс разделен на уровни. Допустим, песни Егора Крида я использовала. Я старалась использовать современные песни, да. Может быть, там, где-то проскальзывает "Миллион алых роз", но в целом, песни современные, потому что я хотела, чтобы после того, как иранец приобрел мой курс, если он живет в России, если он будет идти по улице, где-то он услышит песни, которые мы уже с ним разбирали. Ну и в целом обычно в таких песнях очень много сленга, очень много настоящего живого языка. Я хотела живые примеры донести до студентов. И, я больше песни использовала современных артистов поп-музыки. Там очень много разных и таких песен популярных достаточно. Понятно, понятно. А если говорить об университетах и школах тоже, преподают ли русский язык в Иране в школах, в университетах? Какая специфика вообще учебы, изучения языков в Иране, в университете? М. Ам, в Иране в школах русский язык не преподается. Да, только в университетах.
В каждом хорошем вузе, где есть языковой факультет, обязательно есть русский язык, но это полностью академический подход, нацелен на перевод, нацелен на филологическое какое-то образование, но обычно вот у ребят я замечаю, что у них практика разговорная, она обычно хромает чуть-чуть, но в Иране очень хорошая тенденция появилась. Не так давно они стали приглашать носителей, проводить разные спикинг-клабы, разные вебинары для студентов, чтобы они разговаривали больше, даже сленгу обучались. Я сама проводила несколько таких вебинаров. И в целом ребята помимо университета, они интересуются еще и языковой практикой, чтобы на говорение. Но в универах обычно такой подход академический, Понятно, стандартный. как везде, наверное, в принципе, да. А, русскоязычных в Иране много живет? Откуда они приезжают? Чем занимаются? Насколько я знаю, не так много. Приезжают туристы. В последнее время это было частое явление. М. Я видела бизнесменов, а, в Иране видела бизнесменов. Также я видела семьи, это какие-то международные браки. Такого плана видела, что, допустим, из России девушка приехала в Иран, вышла замуж за иранца и осталась жить в Иране. И у них уже семья, дети. Такого тоже плана видела, но не более того. Обычно я, если услышу, что кто-то говорит на русском языке, сама до сих пор удивляюсь, если это носитель. Удивляюсь видеть носителя. А так, кстати, очень часто я вижу иранцев, которые учат русский язык. Да, и они меня знают. Не все, конечно, но кто-то узнает. Ты Приятности. знаменитость. В аэропорту к тебе уже подходили? Спросили автограф? Нет, такого, к сожалению, нет. Я вообще скромный преподаватель достаточно, и до сих пор я вообще удивляюсь, если меня кто-то узнает или узнает мой аккаунт. Но я не могу сказать, что я самый популярный преподаватель в Иране, такого быть не может. Но в целом, так как я достаточно активно веду Инстаграм, а иранцы все сидят в Инстаграме, для них Инстаграм — это новостной портал, это все соцсети для них только в Инстаграме собраны. Поэтому, так как там, если ты активно ведешь Инстаграм, в целом есть такие посты у меня, которые они завирусились. Например, есть мой пост, там я рассказывала про русскую колыбельную «Баю-баюшки баю, не ложись на краю». Мгм. И он до того завирусился, что я просто один день проснулась, и я понимаю, что в телеграм-каналах его выставляли, мой пост. Вообще, я была в шоке тогда. Это был первый такой мой пост, который залетел не только на широкую аудиторию в Инстаграме, а еще и в других соцсетях. Да, и я видела потом очень много похожих постов, что преподаватели решили, допустим, разобрать колыбельную итальянскую или турецкую. Такая тенденция пошла приятная после меня, надеюсь, что после меня. Поэтому, да, когда ты активно в Иране ведешь соцсети, то тебя узнают. Понятно, понятно. А как ты думаешь, в чем рецепт твоего успеха? Потому что у тебя очень много подписчиков. Ну, я вижу, что твои видео всегда очень красочные, у тебя хорошая такая энергетика, всегда что-то оригинальное. Ты говоришь на фарси в них обычно, да, 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 да. да. В чем твой секрет? Спасибо. Мне очень приятно, что профессионалы замечают мой скромный аккаунт. Секрета как такового нету, просто мне очень нравится рассказывать про культуру, русскую культуру иранцам, и им это очень интересно. Может быть, те посты, где я просто рассказываю какой-то сленг, какие-то фразы, может быть, они не так становятся популярны, то есть у них есть своя аудитория. А на широкую аудиторию, когда я рассказываю про культурные моменты, это очень заходит в Иране.
И в целом иранцы любят Россию, любят иранскую культуру. И я просто рассказываю интересные моменты. Им это нравится. И вот так получается, само собой, волшебство. Я даже сама не знаю, как так получается. Ну, бывает такое, что залетает. Ну, Но я конечно, думаю, что это и случайность такая, приятная случайность. ну, фактор удачи всегда есть, но я думаю, что люди чувствуют, как тебе приятно делиться своим интересом к русской культуре. Конечно, это видно, и это чувствуется. И последний вопрос. Я из России, я родилась в России, ты из Ирана. И сейчас, к сожалению, это не лучшие страны для туризма, да, не все хотят их Да. посетить сейчас. Вот, но история идет вперед, меняется. И что бы ты могла посоветовать посетить в Иране? Какие есть красивые места? Что нужно обязательно увидеть, попробовать? А, Иран — это одна из самых лучших туристических направлений, как по мне. Почему? Потому что, во-первых, мы учитываем характер людей. Иранцы обожают иностранцев, очень-очень тепло относятся, поэтому если вы поедете в Иран, вы будете себя чувствовать реально как дома. Все будут вас угощать, приглашать, хвалить, задаривать, даже такое. Поэтому любому иностранцу, особенно из России, будет очень комфортно в Иране. Если иранцы будут узнавать, что вы из России, они обязательно с вами начнут разговаривать. В общем, очень вас радужно примут. Мгм. В Иране полно очень красивых мест, исторических мест и красивая природа. Обязательно надо посетить столицу и такие города исторически красивые, как Исфаган, Yazd, Шираз. Это обычно такие направления популярные. В Иране не будет скучно, будет вкусно. Очень много еды, огромные порции еды, самой вкусной, разнообразной. В Иране не будет скучно, наоборот, будет очень весело, интересно, вкусно. Я думаю, что понравится обязательно, если кто-то решит поехать в Иран, то и, кстати, очень безопасно. А, Так что, ну, это, да, это так сразу не подумаешь, что безопасно. да, может быть, сейчас да, но в целом в Иране безопасно. Мгм. Просто спокойно человек может передвигаться, вот, там Понятно, очень я понимаю. современная архитектура, Да, я несмотря понимаю. на то, что, да, пропаганда в новостях говорит другое, но Иран выглядит очень современной страной. Это реально современная страна, современные люди красивые, просто по городу ходят, модели, Мгм. очень много красивых людей, добрых людей, просто они добрые и отзывчивые. Поэтому, я уверена, что всем понравится. Понятно. Но это как и с Россией. Есть политика и политические какие-то Да, события, а есть реальные люди на месте, которые вас принимают очень радушно и прекрасно. Хорошо. Ну, спасибо большое, Эльмира. Под видео есть ссылка на твой Инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь. Да, я, особенно если кстати, вы... всегда очень рада коллегам, если кто-то зайдет на мой инстаграм, поделится своим мнением, или решит, что-то совместное сотворить. Я очень-очень открыта к такому, и для меня вообще, большая гордость, что если кто-то из моей сферы, из сферы РКИ зайдет на мой аккаунт, потому что так как я веду аккаунт полностью на фарси, он популярен в Иране. В других странах он не популярен, даже в России. Обычно я не объясняю так подробно, так как там все на фарси, я думаю, ну, человек в целом он не поймет, о чем там говорится. Вот. И мне приятно будет, если я вижу, что кто-то из других стран тоже зайдет посмотреть меня. Конечно, тем более, что даже не понимая языка, все равно можно видеть, что ты предлагаешь, какие-то интересные идеи оригинальные. Всегда можно поучиться друг у друга чему-нибудь хорошему. Вот. Спасибо большое, Эльмира. Я желаю успеха твоей школе.
И здорово, что ты так несешь русскую культуру в Иран. Продолжай, пожалуйста. Молодец. Спасибо огромное за такую возможность, Таня. И ты делаешь тоже огромный вклад именно в эту сферу, поэтому мне было очень приятно стать частью твоего подкаста. Просто я очень рада. Я не знаю, можно показывать свои эмоции? Можно Конечно, можно. кричать, Нужно, шуметь, нужно прыгать, радоваться. плакать. Я очень рада. Мол, Хорошо. давай, я буду плакать. Очень рада. Спасибо тебе Спасибо огромное, и большое, ты Эльмира. Пока. вдохновляешь. Пока-пока. Давай, Пока. пока. До новых встреч.